Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, счастье вечного развития. В данной теме я показываю необходимость работы именно в структуре понимания того, чем, например, отличается счастье вечного развития от, например, предположим, просто счастья, да, понятие. В данном случае, когда это понятие объявлено и есть критерии, которые, например, по многим признакам считаются наиболее целесообразными или более приемлемыми для обычного даже человека, то мы показываем необходимость вечного развития с точки зрения просто счастья человека. То есть тема актуальна тем, что здесь мы имеем возможность фактически технологически ввести как понятие счастья вечного развития, то есть ввести как технологию и развить, с одной стороны, а с другой стороны мы таким образом привлекаем, так скажем, людей к вечному развитию за счет того, что человек, работая над именно понятием счастья вечного развития, именно как бы создавая, да, счастье, он фактически не имеет разрыва между счастьем текущим, то есть как бы втягивает систему управления за счет того, что его личное, там, может быть, так назвать, конкретное счастье, выраженное в чем-то конкретно, переводится в понимание, что есть счастье вечного развития. То есть счастье как система познания вечного развития. Например, человек счастлив в силу какой-то одной ситуации, или там многих. Но как некая линза, после того, как он как бы вот уровень счастья, вот он, информация, это как некая информация, которая имеет конкретное геометрическое проявление. Вот, например, счастье, порядок каких-то ситуаций. Вот это область управления. А дальше через эту некую линзу, да, через некую проекцию он может видеть счастье вечного развития. То есть он вечное развитие воспринимает как органическую составляющую, естественную для его внутреннего мира. Но как только он переходит в уровень естественности, он попадает реально в вечное развитие. То есть он как бы себя вытягивает в структуру будущего, и причем это будущее ему понятно. Более того, он желает этого, потому что счастье понятно для человека, а счастье вечного развития, какая разница, счастье, оно и есть счастье, да, как бы область как бы слипания некой информации или соприкосновения, она практически неразрывна. То есть в данной технологии вот уровень перехода от конечной величины в бесконечную практически никак не выражен. В чем преимущество именно этой технологии в плане именно действительно реально вечного развития человека. И перед ним возникает маяк, именно счастья вечного развития, и он его фактически фиксирует в вечности. То есть человек попадает в очень, в общем-то, жесткую систему управления, которая, кстати, позволяет вот иногда не допустить очень колоссальных, как бы внешних иногда систем управления, ненужных, да, то есть позволяет не допустить серьезных проблем, которые в прогностике могут надвигаться. И так далее. То есть это мощная система сдерживания какого-то негативного, ненужного управления. Потому что он зафиксировал счастье вечного развития человека, и все. И ни с какой стороны его сместить нельзя. Потому что эта система автономная, счастье, автономная область, и он фиксируется на этой системе. Он практически не выходит ну, как бы на уровень внешнего контакта даже, получается. Он все решает в рамках генерации своих идей, да, внутри своего счастья, правда, вечного развития. И получается, что тогда он неуязвим по отношению вот именно к внешнему влиянию. И если вот существует некие мнения, что существует воздействие от неких людей, там, кто-то там не так посмотрел и так далее, то вот эта система позволяет очень сильно блокировать вот такие уровни мышления, что можно повредить каким-то внешним действием. При данной технологии это практически нереально выглядит, потому что внешнее развитие бесконечно. С точки зрения того, если тем более оно счастливое, то как вообще в структуру счастья может вторгнуться какое-то воздействие? Это само по себе защита, да, для человека. И получается, что исходя из данного контекста управления, здесь главное в этом управлении отработать, ну, во-первых, механизм счастья как такового, вечность. Что есть вечность счастья? Ну, в принципе, это то же самое, просто умение найти в бесконечно развивающейся среде элементы счастья. И вот это умение, оно таково, что
каждый раз ищется фундаментальный закон вот, выражения счастья. То есть, например, там, уже на неком удалении, да, от уровня первичного импульса сознания, вот, физического тела, конкретно вот, геометрически, буквально вот здесь, там, на расстоянии почти вытянутой руки, существует уровень соприкосновения именно вот, как бы, понятного счастья, локального, да, или там, частного, или известного, с первичным уровнем света именно счастья вечного развития. То есть, например, человек может представить так: он вытянул руку, вот, например, полностью, да, ну, предположим, я вытягиваю руку полностью, и вот здесь есть нечто неожиданное, он может с чем-то соприкоснуться. Ну, если там дальше воздушная среда, это понятно, но вытянутая рука говорит о том, что человек имеет возможность иметь, ну, некую неизвестную величину. То есть он до уровня полного вытягивания величины контролирует ситуацию, да, как бы система локального счастья, а дальше он может соприкоснуться, в принципе, и с вечным счастьем. То есть вот аналогия духовного действия и тела. Для Бога часто существуют элементы совмещения тела, дух и личность выражены в едином действии, где нету дифференциации вот для человека, где есть действие тела, да, где есть действие духа и где есть действие фактически, ну, как бы другого даже человека. Вот. То есть в счастье человек имеет яркий свет, он часто не дифференцирует, углы комнат как бы, ну, становятся более мягкими, да, яркий свет счастья. То есть дифференциация уменьшается. И когда, например, счастье видеть Бога, счастье понять Бога, это большой творческий уровень, где сам Бог, он может не восприниматься, например, как указующий там Бог. То есть он, наоборот, Бог, который дал счастье, это радость от его присутствия такого Бога, и он, человек, начинает делать уже лично какое-то действие. То есть это свобода выбора, он лично выбирает там помощь Богу, идти по задачам Бога. Но тогда он попадает именно в систему, например, там, счастья и вечного развития, потому что он просто выполняет задачу. То есть попасть в это счастье можно обычным, как бы рутинным, там, тривиальным путем, поставив задачу и попасть. И вот человек как бы попал в эту информацию, находится там, что он испытывает, да, в этот момент. Есть информация, есть, предположим, развитие какое-то, да, ситуации, но вот обычное состояние, оно может быть и там. То есть там человек живет так же, да, то есть естественно, чтобы получить вот это вот именно понятие счастья, ну, как таковое, так скажем, да, в плане независимо там, от любых ситуаций, но это уже несколько будет, собственно говоря, такая, ну, что ли, натянутая, что ли, ситуация. Человек же просто так счастлив не может быть. И он должен быть абсолютно гармоничен или выражен там, в достижении чего-то, или же там он, например, получил элемент счастья и начинает опять работать, да, пока он не получит следующее, что-то, что ему понравилось. Возможно, счастье у него просто результат, это и счастье, но он не выражает это словами там, и так далее. То есть признаков счастья много, поэтому вот уровень бесконечного некого уровня уверенности, да, в состоянии покоя говорит о том, что он контролирует счастье именно вечного развития. То есть Бог счастлив, потому что реальность контролируема, и она бывает в состоянии как бы спокойного контроля. То есть как человек он счастлив, когда все спокойно, нет катастроф и так далее. То есть вот счастье от восприятия как бы действия внешней среды. У человека также, вот, когда Бог воспринимает внешний мир как структуру личного счастья, когда мир существует, не разрушен, да, нет тенденции разрушения мира, или он что-то, по крайней мере, сделал правильно, что мир там имеет меньше возможности локально даже разрушиться. То есть я имею в виду, когда Бог с точки зрения человека так считает. Тогда получается, что мы можем видеть действие Бога как действие, которое тоже, опять же, очень тонкое. То есть в структуре именно счастья вечного развития вот именно часто присутствие Бога не выявлено именно в каком-то разовом действии. То есть Бог осознается как тот Творец, да, тот определенный уровень действия, что ли, для человека, где опять же полная свобода воли человека выражается в счастье других в том числе. То есть человек просто так, он не может быть счастлив. Как правило, всегда возникает мысль, а вот
кто бы это вообще воспринял, да? Человек может быть счастлив, конечно, но представьте, что он же где-то счастлив всегда. И если даже это необитаемый остров, все равно есть какие-то деревья там, и он как-то взаимодействует с системой внешнего мира. То есть он кому-то это показывает. То есть счастье — это не внутренняя величина, это как бы такая экстраполятивная, то есть когда внешняя величина получается, когда человек понимает, что первичный уровень счастья, он виден всем, а как бы следующий — это глубокий внутренний уровень. Вот Бог показывает именно счастье вечного развития, отличается тем, что внутренний и внешний уровень — это одно и то же. Для Бога счастье, оно есть счастье, это единый элемент управления. И вот когда человек совмещает глубокое внутреннее счастье с внешним счастьем, ну как бы для всех, да, для всех явлений реальности, в первую очередь для людей, кому-то сказать о своем счастье и так далее. И вот это вот совмещение происходит так же, как делает Бог в плане развития, то есть когда счастье организовывает какие-то элементы реальности, например, да. То есть здесь получается, что от элементов счастья возникает практически очень жесткая матричная структура внешнего мира. То есть мир может держаться именно на счастье развития людей. Это понятно, что лучше, если мир будет построен именно счастливыми людьми, да, дальнейшее развитие мира. Это понятно логически. И когда мы начинаем вот эту область информации исследовать, мы видим, что сама матрица, то есть это не сам, собственно говоря, даже на уровне логического действия, то есть логика духа, такое явление здесь проявляется. Что логика духовная, то есть как бы статичный аналитический дух, который говорит о том, что да, видно построение мира, но как бы вокруг этих ячеек. То есть это некая несущая матрица, которая создается самим человеком. И здесь действительно так, человек же видит именно структуру развития своего собственного счастья как уровень, который все-таки он привносит в действие. Вот как можно сказать, человек когда может быть счастлив? Ну, когда мир, да, его восприятие, когда там ему хорошо, но в большей степени, когда он сам чего-то лично добился. И у него реализовалось что-либо там, что его именно созидательное устраивает. Тогда это для всех. Когда нет как бы ущемленной, да, стороны, по большому счету. И когда вы начинаете структурировать именно вот сознание, управление в ту область, что вы получаете вот это, ну, как бы дальнейшее, да, пролонгированное счастье, как счастье там в виде Бога, то вы начинаете видеть, что между вами и Богом практически уровень стыковки на уровне там познания, так скажем, да, заключается только в вашем физическом теле. То есть вот эта линия познания Бога и вас, она прикасается, на оптике прямо это четко выявлено, прямо прикасается физическое тело, соприкасается с этой оптикой управления. Причем оптика такая стационарная, внешняя, и вы как-то находитесь в состоянии, ну, как в кресле самолета, да, в состоянии как бы покоя, то есть вы и двигаетесь с высокой скоростью, но одновременно это фиксирующая некая ситуация. И получается, что ваше физическое тело в этом случае непосредственно напрямую взаимодействует с Богом. Контактным путем, там, информационный контакт. На самом деле это не просто информация, а опять же некая матричная величина, которая такова, что вокруг нее организовывается вот этот весь внешний мир. И мы можем видеть, как при переходе к телу человека вообще, да, вот какой-то информации, например, счастье, весь внешний мир создается. То есть здание, если мы смотрим точку, ну, там, в 15 сантиметрах от кожи тела, например, там, от грудной клетки, то здание как бы еще не полностью создано. Начиная приближаться, здание создается. Да? То есть мы видим, как меняется реальность в зависимости от нашего действия. Это достаточно сильный элемент там, создания органов. Можно даже там, уменьшать вес там, больших конструкций. То есть это вот достаточно серьезная система управления, где счастье, выявленное в нейтральной как бы, величине в виде оптической фазы управления, значит, фактически является инструментом действия. И здесь можно выявлять систему внутренних преобразований реальности. Ну, каждый человек наблюдал, что может быть одно
состояние и мгновенно как бы, ну, какое-то непохожее состояние. То есть счастье может быть у человека очень огромное, но он же может отвлечься на восприятие образа, он может что-то писать. И тогда как вложить понятие в счастье, что он там рутинно что-то пишет? Это другое состояние. А более глобальное состояние счастья – это переход. Ну, если он творческий пишет и ему там доставляет счастье писать, это другой вопрос. А вот он получил, например, человек пишет себе, там, ну, заполняет квитанцию об оплате коммунальных услуг, например, да? А дальше его постигает счастье, такой практический пример, там, телефонный разговор. Но он же продолжает писать, он отвлекся. А что счастливого в оплате коммунальных услуг? То есть получается, что он имеет в структуре счастья резкие системы переходов в информации. То есть нейтральная информация взаимодействует с информацией, ну, как бы бурного счастья. Да? Но, как я объяснил сейчас, в элементах счастья есть непрерывность информации. Вот там, скажем, свечение переходит в тело человека, да? От Бога напрямую. Взаимодействует тело человека и Бога на уровне среды, которая нейтральна все-таки. Вот переход информации счастья в этот квиток для заполнения там коммунальных услуг в Сбербанке, например, это все-таки информация как бы продолжение счастья. То есть, что вы воспринимаете, то и является счастливым для вас в данный момент. Это первый элемент именно в разнице счастья обычного и счастья вечного развития. Это конкретная разница, вот я обозначил. Ну, она как бы признаковая разница, не фундаментальная, но это все-таки разница. Любой элемент, даже нейтральный, является счастливым. И когда вы как бы научитесь эту реальность выявлять, то ясно, что переход как бы к вам на уровне, там, предположим, органической системы, да, действия, вот вы получили там счастливый импульс, но вы распознали нейтральность системы, то есть универсальность фактически. Нейтральность к вам, а от вас это уже универсальность. И когда вы начинаете универсальное действие развивать, вы думаете, почему бы там не стать там другому человеку таким же счастливым? Ну вот вы живы, здоровы, и вы универсальность делаете всеобщее. Вот мир развивается от вас. Тогда можете там воскресить, например, да, аналогия с вами. Человек жив-здоров. Вы можете, ну, используя, получается, как тело, как некий, опять же, конвертер, да, информации, мы приходим к тому, что физическое тело – это и есть фактически счастье Бога, причем максимальное. То есть счастье не само создает информацию, как я обозначил, есть элементы счастья, которые таковы, что вокруг них создается мир. Мы сейчас пронаблюдали ситуацию, что это происходит через физическое тело человека. От физического тела уже идет реальное создание физического мира. Но самый субстрат, как бы, да, корень всего мира – это и есть сам человек, тогда понятно. Вокруг него растет физический мир. Но мы рассмотрели это в действии единения внутреннего и внешнего счастья, так скажем. То есть счастье Бога и человека, и создается мир. Переходим уже как бы на более философскую, более отдаленную систему, да, более разреженное управление. И здесь достаточно менять понятие, чтобы делать внешнее или внутреннее управление. То есть здесь можно работать словами просто, и мы получаем уровень совершения управления. То есть вот управление, например, становится более концентрированным. Мы можем просто вставить слово, что пусть оно будет разреженным. То есть пусть будет больше событий, или там они будут как бы разнесены в разные точки, и они разносятся. Слово в структуре как бы, ну, такой несколько универсальной, что ли, среды, где действующим элементом является счастье, то есть это не сама информация управления, а именно элемент действия. Ну, все равно, что некий механизм. Есть машина, а есть механизм, который ее движет. Да? И вот этот механизм действия, когда становится счастьем, мы берем и выделяем счастье в виде чистого субстрата, в виде конкретной, например, там, энергии, информации и так далее. То есть в системе вечного развития счастье является движущим механизмом. Получается правильно. Чтобы человеку жить вечно, он, ну, конечно, желательно, чтобы был лучше всего все время счастлив. По крайней мере, он должен научиться организовывать себе счастье. Ну, пусть не обязательно, что он там ежедневно, но, по крайней мере, он должен ставить цель и ее достигать.
Следовательно, вот именно реализация, вот конечная величина, понятие счастья в вечном развитии, это когда человек ставит первичную цель, достичь чего-то, да? Или, может быть, он не специально ставит задачу там, испытать счастье, или человек, например, там, лег на диван и, сидит, и лежит, испытывает счастье. Это как бы достаточно, ну, в общем-то, умозрительная конструкция, я имею в виду там реальное счастье, когда он контролирует всю реальность, хотя так тоже можно, лежа на диване, ввести управление по получению счастья, но это будет как бы внешнее управление к себе, да? А Бог дает всем совмещение полной реальности и того, что происходит с человеком вообще. То есть истинное счастье – это истинный полный контроль. Это спокойный контроль и совершение в рамках контроля за всей реальностью, совершение каких-то своих личных действий. Ну, прежде всего, там макроспасение, естественно. И вот когда он начинает видеть этот элемент развития, вот здесь возникает достаточно принципиальный момент, что вот макроспасение в структуре именно вечного, да, счастья, вечного развития, этот элемент достаточно становится как бы управляемой с точки зрения вот того, что до уровня действия, да, к системе макроспасения там все решено, то есть там не будет проблем, точно не будет катастроф. То есть от информации счастья очень сильно удаляется вот этот уровень, где возможна какая-то проблема или, например, там, тем более катастрофа макро. Да? То есть макрокатастрофа на фоне любого элемента счастья начинает уменьшаться в размере действия. То есть структура силового действия резко уменьшается. Ну, в общем-то, ну, как бы вот это негативная информация. То есть, ну, люди же достаточно часто замечают, что когда они счастливы, у них очень складывается как бы внешняя реальность. И вообще счастье – это как раз выражено, что реальность внешняя или там внутренняя, она сложена гармонично. Это и есть счастье. Там бесконечно гармонично. И вот это восприятие бесконечной линии фактически счастья – это есть прослеживание всех внешних связей, все, что в мире существует, как связано с вами. Пусть это будет в виде каких-то там линейных линий, опять же, там матриц, да, неких полос, они выглядят как некие полосы, кстати. Ну, в пластическом выражении на информации они ощущаются как некие, ближе даже к пластиковым полосам, то есть достаточно плотная информация. Почему именно такой пластиковый, что ли, вариант по жесткости, удельная плотность высокая, так умозрительно можно сравнить, там, взять пластик на информации, воспринять, и взять эту систему, они похожи внешне даже. А потому что здесь мы должны настолько концентрировать счастье, то есть чувственный уровень настолько же должен быть сжатым, что система становится нейтральной. И тогда это есть матричная система организации мира. При этом ни в коем случае счастье никак не теряется, оно находится внутри. То есть чем больше мы концентрируем счастье, тем точнее становится управление, но счастье как бы бурное, что ли, так скажем, просто-навсего переходит во внутреннюю систему. Мы внутренним уровнем видим, и тогда мы имеем бесконечный уровень распространения. От любого элемента управления внешнего, да, от любой там системы мира к вам идет непрерывным потоком некое знание, что эти элементы именно находятся в покое, что они там сгармонизированы или наоборот нет, да? Но счастье выражено, когда они сгармонизированы. Вот. Эти линии, они в спокойствии. Можно любой элемент мира в этой системе именно считать. Это мощнейшая система именно управляющего ясновидения. И она работает очень просто. Либо вы входите элементом сознания в эту структуру и можете любой элемент мира в структуре счастливого действия, то есть у вас управление сразу происходит, это не просто просмотр, а вы моментально добавляете свое управление. Так вот, в части вечного развития ваше первичное управление всегда имеет бесконечное действие. Например, чтобы воскресить быстро, скажем, надо быть очень счастливым за воскрешенного. Ну, то есть счастье должно быть как бы обоюдно, да, человек воскрес, это очень большое счастье для всех, включая для того, кто занимается воскрешением. И получается, что это как раз-таки система объединения, да, людей, там, система коллегиального уровня
действия людей с точки зрения ну, некого, что ли, целевого уровня. То есть ясно, что когда у всех есть счастье, значит действие правильное. Там, счастье, достижение какого-то результата там, и так далее совместно. Значит, счастье – это еще и некий организатор. Социально это понятно. Идея общества, когда реализовывается, возникает коллективная система счастья. Значит, чтобы общество в бесконечном уровне развивалось, и, ну, причем гармонично, да, созидательно, что не было там войн и так далее, мы должны выделить по структуре, событийной структуре развития всей цивилизации, всего мира именно уровень как бы коллегиального счастья. Так вот, счастье вечного развития именно в данном случае отличается тем, что коллегиальное счастье разовых действий – это как бы концентрированная сфера в основном, ну, некий символ, да, информация. А вот именно это частный случай, когда вот именно вечного развития мы видим в виде счастья всю реальность вообще. Вот разница в том, что это как бы внутренняя поверхность бесконечной сферы всех событий. То есть мы попадаем в центр мира, и любой элемент реальности воспринимается как счастье, любой. Тогда получается, что он на уровне, вообще говоря, логики, информации любого, он преодолим, то есть в плане управления достаточно спокойно. Все замечали, что счастье, которое к вам приходит, это управляемая величина. Можно быть счастливым, можно взять и отвлечься. Полностью вы в пределах своих желаний управляете этой конструкцией, да, реальности. То есть счастье при этом сохраняется, там, передвигается в какой-то области, геометрически даже испытывается давление или там как-то преобразовывается, но вы имеете возможность всегда как бы изменить управление. И получается, что когда вы получаете именно такой уровень на ваше физическое тело, то вы видите, что вечность тела – это есть как бы уровень обратного счастья от тела к миру. То есть вечный мир, там, скажем, имеет такой же признак, как у человека счастье. Да? Человек родился, у него есть счастье по отношению к вечному миру. То есть к природе, к людям, в первую очередь к людям, потом уже ко всем элементам реальности. И значит, у внешнего мира должна быть какая-то сопоставимость с тем реальности. То есть как бы у человека это радость, счастье, а что у внешнего мира тогда? Человек воспринимает внешний мир, а внешний мир, он как бы человека окутывает со всех сторон, да? Значит, у всего внешнего мира то, что у человека называется счастьем, у него это есть человек. Обычная логика обратного анализа, как бы, да? И получается, что значит, счастьем для внешнего мира является человек. Для любой системы реальности. А если, например, у вас есть элемент счастья, вы его стараетесь как бы меньше реструктурировать. Ну, как бы лелеять и никаких нажимных действий стараясь не совершать. Лучше пусть будет больше счастья. Но это как бы у человека заложено изначально, да, от Бога. Вот присутствие Бога в том, что Он показал, что в виде знаний, в виде реальных действий, что счастье свое собственное желательно не трогать, пусть оно сохраняется. Это как бы само собой разумеется, здесь не надо образования даже. Вот что хорошо в системе управления через счастье, здесь не надо объяснять, что не надо разрушать собственное счастье по возможности. И так это понятно, да, без знаний, как бы, система образования без каких-либо долгих систем передачи знаний. Это удобно достаточно. Взять, например, кстати, очень практичный механизм управления. Чтобы человек реализовал конструкцию управления, взять результат, окутать как бы в систему счастья и все. И он конструкцию никак не двигает в пространстве, она у него реализовывается. И получается, что когда весь внешний мир воспринимает по типу, ну, подобному счастью человека, самого человека, то получается, что он к нему не агрессивен. То есть он как бы его лелеет, старается его не трогать, да? Тогда получается, что внешняя конструкция, пусть это будет там камень, дерево, вообще другой человек и так далее, все идет очень благополучно. Вот стоит только человеку встать в это управление, он начинает видеть, что вот именно счастье вечного развития, когда внешний мир не агрессивен, то есть внешний мир, в общем-то, воспринимается, ну, предположим, вот есть два счастливых человека,
И один все равно не будет стараться прерывать счастье другого, если он в этот момент очень счастлив. То есть у него нет и времени, и он там занимается там, своим счастьем и все. Также и получается, что вот этот вот вариант внешнего мира в данном случае таков, что не возникает ни у объекта внешнего мира причинить проблему для человека, ни у человека наоборот. Это очень гармоничная на самом деле система возникает, да, в управлении. И вот когда человек вникает в сущность свою именно в счастье вечного развития, он видит состояние Бога как бы в едином действии для всех и для себя. То есть он начинает различать состояние Бога. Бог счастлив, когда он для всех и для себя делает какую-то единую общую работу. Ну, Бог, например, один, но вот чтобы вот у него элемент одиночества исчез в человеческом восприятии, или даже, кстати, собственно, вот в чем есть единение восприятия Бога и человека, вот понятие одиночества у них одинаково, у Бога и у человека. И когда, например, Бог, например, начинает делать единое действие для всех, там, радость для всех людей и для себя, то он показывает человеку оттенки как бы своего человеческого состояния. То есть человек начинает распознавать, а когда Бог счастлив, то есть что он делает правильно, да? То есть можно прочитать счастье на лице у человека и сказать, что другой человек, который ему доставил счастье, делает правильно. Это очень практичный механизм с точки зрения познания, как узнать у Бога, правильно ли делает человек или нет. Если он видит у Бога счастливое лицо, значит, человек делает правильно, да? Ну, по крайней мере, там довольное лицо, скажем. И получается, тогда не надо как бы долго спрашивать там, человеку у Бога, правильно ли там человек делает. Там. Во-первых, хотя бы задать вопрос, это уже колоссальное количество часто управления, да? Не так просто бывает там Богу довести вопрос как бы на уровень физики, да, явления, или там на уровне телепатии, или на уровне действия души. И получается, что здесь в этом механизме очень удобно получать знания, только достаточно реагировать как бы на мимику Бога, на его состояние души. Счастливое делает правильно. Что-то начинает как бы, ну, не в том свечении выражаться, менее активное, да, значит, что-то надо улучшить. Сделать опять Бога счастливым, проще говоря. И как бы вот такой вариант как бы взаимного управления говорит о том, что именно в части вечного развития передача информации происходит совершенно напрямую, но как бы само собой разумеющийся фактор распространения информации. Ну, то есть как бы никто ее не двигает, мир, да, счастлив, он человека не трогает, машина там, человека не уничтожает, и от него исходит импульс естественного счастья. Человек попадает в абсолютно свободную среду в действии, в обычном действии. Ведь обратите внимание, что концентрация счастья, то есть внешняя система, показывает всегда уровень свободы. Ну так устроена, скажем, даже сама информация, что чем более концентрирована система где-либо, тем точнее видно место, где система имеет свободный выход, да, от такой реальности. То есть человек очень счастливый всегда имеет свет, когда он может взять и этот процесс, например, там, естественным образом, он может его приостановить, да? Но понятие счастья таково, что есть очень мощное внешнее явление, то есть человек счастлив, но вот именно мгновенно оборвать состояние счастья часто не представляется возможным, потому что счастье и человек – это одно. Материя счастья, да, и человек – это одно. Начинает видеть неразрывную связь изначальной материи мира и самого себя. То есть фактически что получается? Человек в состоянии счастья попадает в изначальную структуру мироустройства, где, например, еще нету никакой другой информации, кроме всех людей вместе взятых. Имейте в виду, это очень четкая информация, то есть нет никаких элементов реальности, кроме людей. И тогда человек понимает, что в этом состоянии он всегда здоров по той простой причине, что очень большое количество людей, но они же все здоровы. А с какой стати ему отличаться, когда кроме людей никого нет? Он не может ничего другого воспринять. То есть коллегиальность, объединение ради общих целей, да, именно вечного развития дает именно здоровье, дает вечную жизнь. И живущие рядом люди, то есть он воспринимает, например, там, только людей, они дают ему возможность, значит, именно
вечное развитие делать реально, потому что он воспринимает людей, которые возле него, и он считает, что так и есть вот в системе восприятия. То есть так и должно быть вечно. Да? То есть вот здесь вот очень простой принцип. Если есть человек и другой человек, вечность фактически обеспечена. Как информационная среда, как реальность и так далее. Значит, Бог создал человека, чтобы вечность была проявлена, да, вечность Бога. То есть он должен был кому-то показать. Там, то есть, и поэтому получается, что для человека это аналогично. Если он правильно воспринимает одного человека, так же, как и всех людей, то есть он не делает различий между одним человеком и всеми людьми, то он счастлив, получается. Да? Это также относится и Бог к людям. Для него что один, что все, это одинаково. Задачи одного – это такие же задачи, если они там не больше иногда, да, для человека, чем задачи всех вместе взятых. Для Бога как раз-таки это абсолютно одно и то же. С точки зрения человека, когда он помогает другим, там, всем, он как бы должен там дифференцировать, что у них сложнее, но кроме каких-то совершенно критериальных случаев, когда ясно, что или что-то плохо, или что-то хорошо. В среднем для человека выделить проблему одного человека бывает даже сложнее, то есть больше надо работы сделать, чтобы ее скомпенсировать, чем когда они вместе. Потому что вместе они же друг другу помогают, да? Так мыслит человек. Так вот, получается, Бог, так как у Бога это одинаково, что один, что много людей, что все вместе взяты люди, вот этот уровень, еще раз здесь я рекомендую обратить внимание, что когда уровень такого, человеческого, да, бесконечного счастья таков, что человек и другие все люди, не других явлений реальности, то мы пришли же к тому, что человек и человек это уже достаточно, просто главное одинаково относиться. То есть это сопоставимо, тогда один человек может передать все знания другому человеку. А один человек напрямую контактирует с Богом, значит, он имеет все знания вечного развития. Значит, получается, достаточно всего лишь навсего одного человека, и получается вечное развитие есть, да? Но дальше мы приходим к тому, что даже если он один вообще в явлениях всех природы, там, скажем, не знает, где-то на необитаемом острове, не знает, что существуют там какие-то другие цивилизации, он так родился, да, и был как-то так вот геометрически такое, получилось, например, там некий вариант Маугли, да, то получается, что здесь уже следующее действие, что он один все равно счастлив, но у него просто возникает задача иметь следующего человека рядом, как бы создать или встретить и так далее. Потому что его естественный вектор развития только один, он должен иметь в поле зрения следующего человека, тогда он видит счастье, тогда он развивается вечно. То есть он двигается синхронно с изначальным уровнем как бы заряда, что ли, вечного развития, то, что ему дал Бог. То есть у человека путь один – это увеличение количества людей. Такой более глобальный вывод, но он действительно такой. То есть человек все время будет стремиться к увеличению количества людей, именно людей во всем мире. И поэтому государство, да, общество, так, которое там не воюет, например, да, поддерживает именно систему жизни людей, но когда воюет, стремится прекратить войну. Потому что в общем человек все время стремится к жизни другого человека. И именно так создал Бог управление, что счастье вечного развития по сущности для основного количества людей это жизнь, причем вечная другого человека. То есть вечное счастье – это вечная жизнь другого человека. Получается, что человек является счастливым в вечном развитии, когда он обеспечивает другому человеку именно вечную жизнь. Что мы и делаем, да, с вами. То есть мы обеспечиваем управлением вечную жизнь любому другому человеку. Значит, мы находимся в структуре именно вечного развития. Мы можем привлекать сюда энтузиастов, там, добровольцев, технологов, всех людей, которые заинтересованы в таком, что ли, процессе развития реальности. Но тех людей, скажем, которые не заинтересованы или не знают, мы просто-навсего можем встретить по факту их просто естественного развития. Их все равно будет тянуть в сторону развития следующего человека. То есть на один и тот же маяк, да, они все равно присоединятся, пусть позже, но они все равно будут делать то же самое.
Вот, поэтому в части вечного развития можно показать, что мы там не торопимся, мы все равно в любом случае научим там всех жить вечно, потому что вот этот критерий, некий маяк, ориентир, он все равно один. Это бесконечная вечная жизнь людей, и причем счастливая, то есть здоровый человек и так далее, и так далее. У него реализовывается система, не обязательно там каждую секунду он воспринимает, но, может быть, он там долго работает и происходит реализация. Но здесь вопрос именно личностного восприятия. И когда человек там счастлив всегда, дай Бог, значит, это правильно, он такой человек, создал себе такую систему управления. Или вообще таким является. Да? Так вот, когда вопрос создал или является, это часто для внешнего наблюдателя разный вопрос. Если один человек смотрит на другого и смотрит, что он счастлив, он думает, что он такой вообще сам по себе, например, может подумать. Но может подумать, что он создал. Если он знает причину первичную и следствие, он понимает, что достигнут там, например, счастье трудом. А другой смотрит вариант, если не знает человека вообще, он может сказать, как бы внешний наблюдатель, человек, может сказать, что другой счастлив, потому что он просто счастливый человек, потому что ему как бы внутренне хорошо, потому что он воспринимает мир, реальность там, и так вот счастливо воспринимает. Но он сам по себе просто счастливый человек, как бы непонятно почему вообще, для внешнего наблюдения. Но тем не менее это считается хорошо. То есть, значит, воспринимается как положительный элемент, да, его состояния. И получается, что если вот именно рассматривать вот эту конструкцию в вечном развитии, просто перенесем все как бы управление на структуру вечного развития, мы сами в ней находимся, значит, мы должны ее смоделировать, да, чтобы перенестись, как бы создать параллельное развитие. Так вот, уровень постоянного резервирования в части вечного развития – это уровень специальный. Я показал перенос двух систем, чтобы показать, что Бог все время резервирует систему. Если человек где-то счастлив, значит, существует примерно то же самое, как резерв. Значит, и получается, что мы переносим опять ту же самую точку зрения. Есть наблюдатель, есть человек счастливый. Первый вариант. Наблюдатель знает причину, да, и понимает, почему тот счастлив, достиг своим трудом чего-то или просто счастлив в силу событий. Знает причину. Но в вечном развитии причина и конечное действие в бесконечном понимании, они совпадают. Человек может управлять и их как бы смыкать в одну точку. То есть так же делает Бог. Человек попадает в категорию как бы второго человека, что он как бы не знает информацию, но видит, что он счастлив, наблюдатель. И получается, что между состоянием любого счастья как бы практически нет отличий для внешнего восприятия. Следовательно, есть еще один признак счастья вечного развития – это одинаковость или там однообразность восприятия, то есть все счастливы. Общество как бы счастливых людей, да, так вот в идеале это выглядит, или общество, которое реализовывает счастье за счет внутреннего состояния, то есть люди ведут себя нормально, спокойно, но они внутренне счастливы. Может быть, кто-то веселится открыто, но это его личное дело. И получается, что когда мы видим вот это, некое такое сподвижничество, да, вот это внутреннее свечение счастья, где точная уверенность, да, точное управление – это и есть счастье, мы получаем уже в отдалении коллегиально оформленный четкий элемент будущего, некий там город будущего, управление или там реальность будущего, но эта реальность обязательно свершится, люди понимают, что эта реальность есть, то есть она там, да, и тогда мы можем реальность, вообще говоря, к себе придвинуть. Не путем там построения, там кручения гаек каких-то, а создаются механизмы за счет коллективной системы управления, механизмы социальные, там, которые, в принципе, могут быть таковы, что создаются высокотехнологичные системы, которые не уничтожают людей. Но надо здесь иметь в виду, что у человека возникает тогда колоссальная возможность контролировать реальность за счет просто системы собственного сознания. И вот когда он это понимает, он понимает, что все, с этого момента он уже точно не будет уничтожен там каким-то ядерным оружием собственного, да, производства причем, и так далее, и так далее. То есть человек понимает, что он научился обращаться с силой, как бы, со средствами, которые могут повлиять на него.
А это, вообще говоря, определенный уровень устойчивого, как бы долгосрочного счастья. Да? То есть мы перешли к понятию того, что в счастье вечного развития есть совпадающие величины. До этого мы говорили все-таки больше, именно в основном, и конкретно я указывал различия, а вот совпадение, сейчас мы начинаем с этого момента, в чем совпадает счастье, например, обычное локальное и счастье вечного развития. Это время, когда мы говорим о временном интервале, там долгосрочное счастье, то оно одинаково. Ну, логически понятно. Мы берем интервал там какое-то количество лет, например, 5 лет, и считаем, что здесь есть счастье, да, в будущем. Строим его просто. Что в вечном развитии, что в локальном. 5 лет, они есть 5 лет, одинаково. Все воспринимается человеком. Поэтому получается, что мы, как только вводим параметр времени, мы уравниваем понятие локального, там, бесконечного счастья или там, вечного, проявленного только в виде внутренних систем личности, да, как бы интуитивного счастья для человека. Получается, что введение времени – это все-таки как бы некое уравнивание. А Бог, Он же дает равные права, поэтому получается, если вдуматься в то, в чем есть нить времени, да, зачем Бог создал время, там, движение событий, какие-то вот планеты и так далее, чтобы человек реагировал на, значит, некую причинно-следственную систему, да, то можно внутри времени видеть вот эту золотистую нить, собственно говоря, ну, времени как бы как такового. То есть мы выделяем понятие времени умозрительно и хотим в этой конструкции, в этой конструкции, кстати, время выделяется как золотая нить внутри именно понятия времени. И вот это некая такая золотая нить, которая имеет доступ к любому объекту информации. Время же достигает любого объекта информации. Тоже один из принципов выделения времени. Когда все распространено в пространстве, есть какие-то действия, в один момент времени наступает практически для всех элементов реальности с точки зрения восприятия человека. Значит, время все-таки еще и доступ, да, к любому элементу информации в один и тот же момент. Ну, конечно, умозрительный доступ, но все-таки доступ. Но для нас, что умозрительно, что управление, для Бога это одно и то же. Мы можем взять и сделать управление через этот элемент. Значит, нам нужно качественно выделить время, но которое обладает свойством одновременности для всех. Если логически это и так понятно, там, через секунду произошли все явления в реальности, и эта секунда для всех явлений, во всех явлениях она одна и та же, она одна, да, мы это понимаем, но в информации нам надо это уметь выявить. И вот здесь вот можно использовать инструмент совмещения счастья вечного развития, там, локального счастья, чтобы взять на двух уровнях, например, на различиях и на совпадениях, например, когда есть длительность, суметь проанализировать как бы объект информации. То есть мы берем понятие там, следующую секунду, мы взяли там, на часах и запомнили. Просто секунда, 1 секунда после того, как я сказал там какое-то слово. Вот она прошла. Мы имеем, что 1 секунда, она тогда-то произошла. Мы берем эту секунду, кладем на, например, там, систему разницы счастья вечного развития и счастья, например, там, частных каких-то систем. Некие весы, да? Они уравнены. Для Бога, что счастье вечного развития, что счастье локальное, это все одно, опять же. И, как я сказал, как система уравнивания, это введение времени, то получается, что точка, если мы ее кладем на счастье именно как бы вечного развития, да, это временная точка, она практически, вызвав небольшое колебание, стабилизирует сразу. Но если мы кладем на локальное счастье, то точка времени начинает как бы прогибаться, то есть вес увеличивается. Чем дальше по времени, тем больше вес событий. Да? То есть практически эта точка начинает входить, как бы подпитывать следующие события, да, наши. И получается, что нам достаточно ввести сюда однотипный, то есть совпадающий элемент счастья, временное. То есть время фактически, да, вводится в точное время, интервал вводится в точку. И мы получаем тогда именно бесконечно развитый мир, где
все процессы устойчивы, потому что мы работаем элементом того времени, значит, который имеет те же свойства, что вот эта вот матричная система счастья, которую мы видели, когда говорили о том, что из нее через человека возникает весь материальный мир. То есть структура времени и счастья одинакова, и мы понимаем, ну, в данном управлении можем так сделать. И мы видим, что мы можем временем тогда владеть. То есть как только мы структуры уравниваем, да, ну, технологически, я показал технологию уравнивания, простая достаточно, больше аналогическая, то мы начинаем временем управлять. Но тогда, раз мы можем управлять временем, какая разница, давайте процессы сделаем такими, что люди будут вечно живущие. Люди, то есть это просто обычная уже технология, да? Уравняли счастье вечного развития и время как таковое, а оно всегда бесконечное, получили универсальную систему управления. То есть это мощнейший еще и инструмент управления, потому что через время можно войти во все события и так далее, и так далее. И вот в качестве управления постарайтесь сделать следующее. Обязательно надо сделать. Структуру управления через счастье вечного развития сделайте универсальной. Любую структуру, не только время, так можно управлять любой другой структурой. Через счастье можно управлять любой другой структурой в качестве доступа, обязательности управления, только уравнивая как бы свойства среды управления. И тогда вы увидите, что счастье — это все-таки универсальный аппарат, который, кроме всего прочего, еще приятен, потому что это все-таки счастье, а не некое там, ну, другое состояние. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.